Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 31 июля по 6 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но я так надеюсь, вы люди, которые допускают как раз альтернативные варианты развития событий и вообще приветствуют все новое. Вы новаторы, и поэтому из области рационального как раз благодаря своей интуиции будет возможность, ну, как какую-то подсказку, инсайт получить. Или, я надеюсь, мы с вами просто поговорим, проведем приятное время. Но, тем не менее, что думают карты? Вот первую карту, что важно знать. Давайте узнаем, как видит колода золоченого Таро для вас эту неделю. Что, может быть, наиболее активно будет проигрываться или выйдет на первый план для вас. Что важно знать? Вторая карта, чего не избежать или неожиданности возможное. Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что ж тогда будет помогать, давайте узнаем. Достанем еще одну карту, назовем ее «Что от меня скрыто». Имеется в виду, не кто-то намеренно скрывает там от нас что-то, а это мы можем что-то либо не заметить, либо не придать значения. Вот давайте узнаем. И основные сферы жизни. Посмотрим дела, работа, бизнес, денежки, финансы, что, как видят карты. Ну и личную жизнь. Что важно знать? Справедливость. Ну вот закон точно не нарушаем. Когда выпадает эта карта, я обычно говорю, даже улицу, мои дорогие, переходим не там, где всегда, а там, где положено. По какой-то причине для вас соблюдение вот этих норм, правил, каких-то регулирующих установок, может быть, оно для нас будет важно. Мы как будто себя защитим тогда. Для нас это будет что-то в плюс. Поэтому, наверное, даже другие какие-то вопросы нужно оценивать, а не будет ли в этом деле, предположим, для меня какого-то риска. Или, может быть, нам предложат что-то такое непонятное, двойственное. Значит, тоже, ну, наверное, где-то просчитать. Вы интеллектуалы, мои дорогие, поэтому соедините ваш интеллект с интуицией, и тогда наверняка правильный выход из сложившейся ситуации вы найдете. Или вы сможете прочувствовать, а стоит ли этим заниматься или нет. По этой карте эмоциональное равновесие – это точно нам просто как воздух необходимо. Две чаши весов, и это есть вот тот самый баланс. Может быть, мы столкнемся с разными людьми. Или, знаете, по этой карте ведь всегда справедливость – это олицетворение юстиции. Это где-то закон сам по себе. И есть какая-то правда, которая, может быть, нам и не нравится, или мы ее воспринимаем где-то так вот эмоционально, но тем не менее мы это не сможем изменить. Поэтому рациональному быть на этой неделе определенно стоит. И где-то с эмоциями быть аккуратным. Мы себе, повторюсь, не должны, с одной стороны, замылить где-то глаза эмоциями. Почему у нас вообще с завязанными глазами наша справедливость показана, да? Не должны быть под влиянием чужого мнения, например, или кто что думает. Но это не значит, что какая-то конфронтация или мы там кому-то что-то доказываем. Мы просто принимаем, что да, существует иная точка зрения. Или люди могут думать по-другому. Люди могут нас не понимать. На нас это влияет лишь так, что мы просто в какие-то такие глубины доказательств не ныряем. Вот только лишь в этом плане. Но свои какие-то принципы мы должны сохранить. Даже если нам придется какую-то новую форму для них создать, придумать или как-то подстроить под ту реальность, которая есть на данный момент. Вот где-то адаптивность все-таки по этой карте это самое ключевое значение. Иными словами, дипломатия, мои дорогие, диалоговая какая-то форма, весы, мы вот этого не избежим. И это старший аркан. Когда старший аркан, это значит обстановка вокруг нас может создаться такая, когда вот эти моменты надо будет учитывать. Мы как бы от этого не уйдем. А может быть, у кого-то решаются вопросы в суде конкретно. И тогда по этой карте мы должны знать какую-то правду. Мы должны быть честны сами с собой в первую очередь.
И опять же, нравится нам это или нет. И вот это ясное видение дела, процесса, ну чего угодно, оно для нас дает какие-то перспективы. Потому что мы тогда не совершим каких-то ошибок. И если есть конкретное дело, опять же, тогда мы можем обратиться, может быть, за консультацией к адвокату, к юристу, чтобы точно знать, как в отношении нас работает то или иное положение, тот или иной приказ, тот или иной закон. Ну вот где-то в таких энергиях нам надо быть. Чего не избежать? Здесь у нас туз мечей. С одной стороны, это какая-то новость или наше решение, или, опять же, обстановка вокруг вас будет вас подталкивать к какому-то выбору. И значит, мы должны, ну, может быть, раз и навсегда принять важное какое-то, знаете, Соломоново решение. Здесь ведь у нас меч показан в этой колоде карт, я надеюсь, видно. И словно этот меч разрубил цепь. Вот то, что нас сдерживало. Значит, с одной стороны, готовы к чему-то отказаться. То, что не жизнеспособно. И как раз по ретроградной Венере к нам могут возвращаться какие-то события из прошлого. Или могут, знаете, те дела, в которых мы уже думали, поставил точку, а тут нет, на тебе еще раз какая-то задача. Вот словно о себе что-то напоминает. Или в конкретном каком-то действии это будет выражаться, или конкретно человека. И значит, тоже мы тот самый баланс проводим, сами себе задаем вопрос, а возьму я с собой это в будущее вообще, имеет для меня это смысл или нет. Но самые разные вопросы, от мелких каких-то бытовых до чего-то более важного. Но наше решение именно исходя из той ситуации, которая есть на самом деле. И даже если мы говорим, да, где-то наши взгляды не разделяют, значит, мы какую-то свою цель ведь должны поставить в приоритет. А вот возможности достижения мы можем как раз корректировать в зависимости от обстановки. Вот как будто, ну, как на развилке мы можем оказаться или перед принятием важного решения. Чему сейчас не время? Ну, вообще, это выбора правильного направления, карта Солнца. И Солнце у нас всегда есть время. Нет ничего такого, чему бы не было сейчас времени. Но, с другой стороны, ведь это горячность где-то. Солнце– это наше эго, как ни крути. Поэтому, мои дорогие, с эмоциями будьте аккуратны. И если мы где-то допускаем, что нам придется, ну, какой-то, на самом деле, может быть, обходной путь искать, или как-то сделать по-другому, да, и в то же время не подвергая себя риску. Все, что положено по закону или допускается, значит, будет полезно и нам. Но, может быть, есть смысл пойти в обход вместо того, чтобы идти на пролом. Мы как будто свой самый главный принцип или наше, ну, вот то намерение, желание, мечту, цель, как угодно назовите, наше солнце, мы должны сохранить. И даже если вокруг нас обстановка непонятная. Но, наверное, когда выпадает карта справедливость, значит, мы сумеем со всеми договориться, если мы вот где-то в таких энергиях, мои дорогие. А что нам помогает? Паш Пентаклей. С одной стороны, когда мы настроены на, знаете, не на сиюминутный успех, а когда мы готовы учиться, узнавать что-то новое, когда мы хотим осуществить какой-то свой проект, который не на один-два дня, а на такое стабильное, надежное будущее. Вот это нам будет все помогать. У кого-то будет помогать получение денег. Иногда по этой карте проходят конкретно люди, как, знаете, которые к нам приходят на помощь или каким-то советом, или деньгами конкретно, или знанием, может быть, законов, или как обустроить какое-то дело. Но есть определенно для нас какие-то бонусы. И сами мы, кстати, не торопимся, мы внимательны к мелочам. Паш Пентакли, он как раз и отличается тем, что он скрупулезен. И где-то, значит, вот увидеть, не поторопиться, или, может быть, узнать какую-то информацию, как будто докопаться до сути. Это не значит, что мы это афишируем. Это для нас самих будет важно, для того, чтобы какие-то наперед ориентиры более четкие для нас были важны, или мы правильно как-то сориентировались на потом. Но есть продолжение, своего рода марафонский забег. Нам помогает все то, что длительно, надежно, уверенно, обстоятельно, вот где-то так вот, понимаете, когда мы сами готовы, ну, где-то вот этот свой рост осуществлять. Что скрыто?
Да вообще ваша личность. Это ведь ваша карта, король мечей. И он, это интеллектуал нам показан. Для кого-то это может означать скрыто, что если вы, к примеру, вы хотите получить новую должность, вы ее получите, находясь вот в этих энергиях. Ну, ничто не будет как раньше. Мы здесь, король мечей, что его отличает? Интеллект, в первую очередь. Он понимает, что люди разные, у людей разное мнение, но какие-то мои достижения, то, что я планирую, они должны быть осуществлены. Есть притягательность по этой карте, и с другой стороны рационализм и логика, безусловно. И он наиболее удачлив в вопросах дела, работа, бизнес, деньги. Поэтому в этой сфере вот чего бы ни касалась ваша задумка, у вас все есть бонусы и возможности осуществить именно свою мечту, свое желание, добиться того, что для вас, ну, хотелось бы получить, даже если где-то нам придется изменить себя, потому что ведь он рациональный человек, и он понимает, что, ну да, я-то хочу многого, но есть реальность какая-то с ее ограничениями, с какими-то правилами, и значит, мне нужно в эти правила вписаться. И он и найдет 1001 способ сделать это. Но именно вы сейчас и ваши какие-то духовные, высокие, может быть, устремления или ваши планы, они и будут для вас важны. Ну, наверное, может быть, еще эта карта говорит, не афишируя о своих планах, если мы говорим, что скрыто. Но удача, как и счастье, любит тишину, мои дорогие водолеи. Поэтому, наверное, не поддавайтесь на импульс, если кто-то будет пытаться вас разговорить, чтобы узнать, о чем думает водолей или что он собрался предпринять. Вот здесь будет важно, ну, где-то молчание. Дела, работа, бизнес. Какая-то прежняя история неизбежно заканчивается, и нам говорят, будет совершенно что-то другое. И у кого-то, если мы говорим даже про работу, 13-й старший аркан, это карта трансформации, я надеюсь, все правильно понимают. Вообще, в первую очередь, это карта свободы. Почему? Часто привожу пример зернышка, который мы садим в землю. Так вот, прежде чем росток маленький, который находится в глубине твердой оболочки, начнет пробиваться к солнцу, оболочка должна быть разрушена. Что-то старое должно умереть буквально, потому что оно уже не действует, оно только служит каким-то барьером, панцирем. Раньше, да, это была какая-то охрана, защита. И здесь это можно рассудить, эту карту, как, допустим, наши какие-то прежние шаблоны действий, например. Или как мы обычно решали какие-то вопросы. Нам это помогало, а здесь это не поможет. Нам придется отстраивать какой-то новый опыт, новое взаимодействие с людьми. И от того, как мы с этим справимся, будет зависеть вот тот самый переход трансформации. Опять же, если вернемся к зернышку, первым делом разрушается твердая оболочка, а потом, ведь этот маленький росток проходит через темную землю, прежде он достигнет поверхности. Вот и нам придется словно, ну, где-то исследовать эту землю непознанную, без карты. Может быть, земля-то это и познанная, но как будто нет, опять же, каких-то наработок или нет тех привычных моментов, шаблонов, к чему мы уже как бы, ну, отчасти привыкли, отчасти мы знали, как делать, а здесь придется что-то по-другому делать. Может быть, новые люди мы столкнемся, может быть, новые правила, новые приказы, даже банально на службе. Начальник поменялся, а он думает по-другому. А он новая метла по-новому метет. Ему что-то нужно переделать. А нам важно наш какой-то проект как-то продвинуть. Но значит придется где-то и нам лавировать. Это неизбежно, прежде чем мы отстроим уже какой-то свой новый опыт. Или еще какая-то ситуация может у вас стать на повестку дня, когда вы прочувствуете, да, прошлое словно заканчивается. Очень символично по ретроградной Венере. Что у нас с деньгами? Ну, деньгами старший аркан еще умеренность. Вообще это баланс. Держим по деньгам. Есть тут у нас два кубка. Умеренность наша держит. Как будто соединить придется лед и пламень. Хочу купить одно, но реальность какая-то другая. Ну, сказала бы, деньги не тратим. Хотя нам и говорят, что даже если с деньгами есть какой-то минус, нам кто-то придет на помощь. И, может быть, безвозмездно, кстати, по пажу Пентаклей так бывает. Но, значит, и есть люди, которые вас способны поддержать. Но, в принципе, это не для того, чтобы мы что-то куда-то потратили. Здесь пройдет какой-то период, и сама-то по себе умеренность карта может говорить, что какой-то период
ну, ограничений, не совсем ограничений, когда мы чувствуем, на нас давит, но по умеренности это ведь есть, или может быть какая-то пауза, или какая-то временная задержка. У кого-то это может быть задержка, буквально не сработала какая-то электронная система расчета. Так она сработает, и по умеренности нам тоже говорят, у тебя получится, у тебя все к тебе придет, но может быть не в тот срок, как ты думал. Поэтому сохраняй душевный баланс. Тоже 2 кубка в умеренности, своего рода как весы. Вот это для вас будет важно. В личной жизни самое главное, наверное, не быть в каком-то застывшем состоянии. Или, допустим, не согласиться на то, что вас может где-то словно поймать на крючок. Наша задача сделать что-то альтернативное или увидеть какую-то вашу ситуацию. Еще один старший аркан. Как будто с другой стороны, с другого ракурса, посмотреть альтернативным взглядом. И если мы как раз можем на 180 градусов развернуться, чего бы ни касался вопрос, нам уже человек показан, он как будто танцует. Вот эти цепи, которые его сковывали в прямом положении карты, они словно ему придают основу, опору, они его удерживают в прекрасном танце. И он как будто даже жонглирует, понимаете, в танце. У него все получается, но тоже где-то как маг становится. И по этой карте мы не должны где-то замирать, если сама ситуация задерживается. Или добавлять себе мысли, что ну все, теперь у меня ничего не получится. Или пытаясь что-то решить тем путем, как мы прежде бы решали, но тут вряд ли мы достигнем результата и тоже останемся ни с чем. Тут конкретно нам говорят, если мы где-то будем настаивать в какой-то своей позиции, опять же, мои дорогие водолеи, мы ничего не решим. Мы где-то создадим конфронтацию, а нам нужно сейчас баланс, уверенность, нам все карты об этом говорят. Поэтому больше логики и рационализма. Наверное, будет очень важно и не согласиться на какую-то сделку или какое-то предложение, которое для вас, ну, может вот какой-то период ограничений как раз и создавать. Ваша задача выйти из какого-то, ну, как будто барьера, может быть, невидимого, или мы сами себе его создавали. Выйти словно ломка шаблона. Вот вам этот шаблон нужно где-то сломать. Может быть, в отношении вас, у самих, потому что карта Солнца. И здесь хорошо поработать и над имиджем будет, кстати. Все будет способствовать тому, чтобы вы как будто явили себя миру в совсем другом качестве, совершенно по-другому. И вам самим от этого будет больше положительного импульса, больше откроется возможностей, ну, где-то вот увидеть ту реальность, которая есть на данный момент. У кого-то может проиграться, правда, развод буквально. И тогда я могу сказать, что, ну, не на этой, может быть, неделе, но где-то уже финал будет близок. Но и это можно применить. У вас старшие арканы, у вас их много. Как будто обстановка, которая вокруг вас, будет влиять на вас. Но для вас это открываются новые возможности. Только сделать это нужно как-то совершенно другим способом. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда.